Всех приветствую на канале Football Stories. Англичане отскочили в Германии. Две топ-сборные, без побед в Лиге наций. Кейн спас команду Саутгейта. Но не помог ли и судья? Германия и Англия стартовали в Лиге наций без вдохновения. Команда Ханса Дитера Флика не смогла победить. По сути, второй состав сборной Италии 1-1, а команда Гарета Саутгейта и вовсе проиграла в Венгрии 0-1. Но от матчей немцев с англичанами всегда ждешь какого-то шоу, поэтому была надежда, что в Мюнхене мы увидим качественный боевик с элементами драмы. Первое слово прозвучало на немецком. Игроки сборной Германии стремились взять у Англии реванш за поражение на Евро-2020 и агрессивно начали при поддержке своих болельщиков. Хозяева подавили, пару-тройку раз заставили гостей ошибиться под прессингом, но голов не забили. Команде Саутгейта не повезло разве что с ранней заменой Калвина Филлипса. Получивший травму полузащитник надеялся вернуться в игру, но в конце концов понял, что сегодня его роль будет эпизодической. Впрочем, мяч все-таки влетел в ворота Джордана Пикфорда, и даже дважды. Но оба раза, с нарушением правил. В первом случае судья как раз дал свисток из-за того, что Филлипс прилег на газон, а немцы не услышали и забили после аута. Во втором Йонас Хоффман убежал 1 на 1, забравшись в небольшой офсайд. Да и Кай Хаверце, кажется, с фолом заблокировал Гарри Магуайра. Гол отменили после ВАР, однако сама атака заслуживает внимания. Интересное тактическое решение придумал Флик. Томас Мюллер сместился на правый фланг Хоффмана, а тот неожиданно открылся за спины защитником с места центр-форварда. Вообще некоторые футболисты охотно меняли позиции или зоны, в которых появлялись при владении командой мячом. У англичан Кайл Уолкер мог подняться до линии защитников сборной Германии, сзади оставались трое. У немцев тоже слева ширину давал Давид Раум. Пережив непростые минуты в дебюте матча, родоначальники периодически перехватывали преимущество. Так что игра была качельной. Хозяева чуть-чуть перебили гостей к перерыву 7-6, в створ 3-2. Очень хотел забить Джамал Мусиала, прошедший через юношеские и молодежную сборные Англии. Он даже приблизился к голу на расстояние одного удара, но, как ни странно, талантливому баварцу не хватило мастерства, чтобы реализовать момент. Немцы хорошо комбинировали на первых минутах второго тайма. В результате забили на 50-й минуте. Хоффман все-таки забил свой гол. Центр-форвард Хаверце сместился глубже и нашел передачи Йозуа Киммиха, а тот сделал пас-конфетку. Магуайра не оказалось там, где он должен был быть. Кого-то это еще удивляет. И Хоффман пробил Пикфорда. Возможно, голкипер тоже мог бы сыграть поудачнее. После пропущенного гола англичане выдали короткий отрезок со своими атаками, но потом снова отдали мяч немцам и оборонялись позиционно. У игроков как будто не было сил вступать в активный отбор. Преимущество команды Флика после перерыва по владению доходило до 75%. По такой игре казалось, что вместо драмы все закончится фарсом. Но тут на замену вышел Джек Грилиш и сразу создал сумасшедший момент Гарри Кёйну. Другому вратарю нападающий наверняка забил бы, а Найеру не смог, голкипер спас сборную Германии. Свежие игроки разбудили заснувшую сборную Англии. Едва не забил Джарред Боуэн, а потом случился эпизод с пенальти. Очень прилично выглядевший большую часть матча молодой защитник Нико Шлоттербек, который с нового сезона будет выступать за Дортмундскую Боруссию, упал на Кейна, и судья Карлос Дель Серо Гранде при помощи ВАР разглядел фол. Другой вопрос, не был ли нападающий в офсайде. Так или иначе, сам же Кейн реализовал 11-метровый. Поразительно, что, проиграв более чем в 2 раза по владению, команда Саутгейта нанесла во втором тайме в 3 раза больше ударов, 9-3, в створ 4-3. Эта ничья однозначно в ее пользу. Англичане отскочили, и после 2 туров обе команды остаются без побед в Лиге наций. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.